Здравствуйте! В этом видео рассмотрим создание и использование системы сеток в программе SolidWorks. Для создания простой конструкции можно создать эскиз, потом две справочные плоскости, спроецировать этот эскиз на плоскости, добавить направляющие в виде трехмерного эскиза и, наконец, добавить в конструкцию профили. Но уже достаточно давно, начиная с версии программы 2011, появился новый инструмент, называемый система сеток, который позволяет создать все эти предварительные элементы за одну операцию. Он используется для создания сетки для больших однотипных сварных конструкций и может помочь указать месторасположение в структурных системах. Откроем такой элемент. Он содержит, кроме исходного эскиза, справочные плоскости, производные эскизы, трехмерный эскиз и дополнительно создана поверхность. Единственное ограничение – то, что все эскизы имеют одинаковую геометрию на всех уровнях или плоскостях. Но в целом система сеток значительно ускоряет процесс проектирования таких конструкций. Откроем новую деталь или сборку и для запуска инструмента выбираем «Система сеток» на панели инструментов «Элементы» или нажимаем «Вставка», «Справочная геометрия», «Система сеток». Программа переходит в режим эскиза, и эскиз по умолчанию создается на плоскости сверху. Если предварительно указать другую плоскость, например, спереди, и нажать «Система сеток», то эскиз будет создан на выбранной плоскости. Если предварительно выбрать существующий эскиз и нажать «Система сеток», то программа пропускает этап создания исходного эскиза и сразу переходит к заданию параметров сетки. В этом примере запустим инструмент по умолчанию и далее нарисуем эскиз. Например, прямоугольник со сторонами 400 на 600 мм. Автоматически создаются выноски позиций для обозначения опорных элементов. В одном направлении английскими буквами, а во втором направлении цифрами. Если добавить горизонтальные и вертикальные линии, то выноски автоматически добавляются и выстраиваются в нужном порядке. Если добавить линию под углом, например, внутри контура, то выноски не создаются. Также можно добавлять линии, выходящие за пределы первого эскиза. Кроме линий можно добавлять другие фигуры, которые доступны в меню «Эскиз». В том числе можно добавлять скругления и фаски. После удаления элементов соответствующие элементам выноски исчезают. Для ускорения также можно использовать массивы. Например, создадим линейный массив по горизонтали с шагом в 150 мм. Добавим размер для полного определения эскиза. Добавим для примера еще несколько горизонтальных линий. И после создания всех элементов нажимаем «Выйти из эскиза». Открывается менеджер свойств «Система сеток». Здесь доступны следующие параметры. Нужно задать количество уровней, то есть количество копий эскиза или этажей конструкции, считая и исходный нулевой уровень. При изменении количества уровней в таблице ниже добавляется или убирается строка. Далее можно изменить высоту по умолчанию, которая устанавливает одинаковое расстояние по высоте между каждым уровнем. При изменении значения высота меняется сразу во всех строках. Также доступно создание различной высоты между уровнями. Нажимаем на значение высоты и вводим другое значение. При необходимости повторяем действие для всех уровней. Теперь изменение значения высоты по умолчанию меняет высоту только неизмененного вручную уровня, то есть первого. Включение параметра «Автонумерация позиций» обновляет значение позиций при изменении эскиза, а параметр «Разбить линии 3D эскиза» разделяет линии трехмерного эскиза на каждом уровне структуры. Нажмем «Ок». В результате, на первый взгляд, созданы только 4 идентичных эскиза. Раскроем созданный элемент «Система сеток» и видим, что в результате одной операции были созданы следующие элементы. На каждом уровне создана справочная плоскость. На каждом уровне из исходного эскиза создается производный эскиз. При этом редактирование производного эскиза или справочной плоскости не допускается. Далее, во все пересечения линий сетки и уровней конструкции добавляются точки эскиза. Все позиции объектов сетки отображаются как заметки. Создаются поверхности для отображения подъема всех линий сетки. И также создается трехмерный эскиз, который выступает как опора между каждым уровнем структуры.
В данный момент он содержит отдельные линии между уровнями. Нажмем «Редактировать определение» и выключим параметр «Разбить линии 3D-эскиза». Нажмем «Ок». Теперь линии трехмерного эскиза непрерывны в различных уровнях. Это бывает полезно при создании, например, сварных конструкций. Графическая область может показаться переполненной, когда отображены все элементы сетки, особенно когда создано несколько систем сеток. Чтобы уменьшить переполнение, можно скрыть геометрию. Причем управлять отображением объектов сетки можно не только в дереве конструирования. Нажимаем правой кнопкой мыши на систему сеток и выбираем «Просмотр компонентов сетки». Появляется диалоговое окно «Просмотр компонентов». В этом всплывающем окне можно скрыть или отобразить любой компонент сетки, а также изменить ориентацию сетки в пространстве. Закроем это окно. И далее рассмотрим некоторые примеры использования такой сетки. Любой элемент сетки может использоваться как траектория для вытягивания. Нажимаем «Бабышка по траектории», выбираем нужные линии, затем круговой профиль и нажимаем «Ок». Создано вытягивание по траектории. Можно использовать отдельные точки для построения кривых. Например, нажимаем «Кривая через справочные точки» и далее указываем последовательно нужные точки, через которые будет проходить кривая. Нажмем «Ок», и в результате получилась такая кривая. Можно использовать и поверхности. Выбираем и отображаем первую поверхность. На панели поверхности нажимаем «Придать толщину». Далее задаем толщину и нажимаем «Ок». В результате созданы условные стенки конструкции. Но наибольшее применение сетка находит в сварных деталях и структурных конструкциях. Для проектирования более простых каркасных и рамных конструкций выбираем сварные детали. Нажимаем «Конструкция», выбираем подходящий профиль и указываем элементы сетки. Нажимаем «Новая группа» и указываем другие элементы. Нажимаем «Ок». Создана условная конструкция из квадратных труб. Для проектирования более сложных пространственных каркасов нажимаем «Структурная система», «Основной элемент», далее указываем сегменты траектории, оставляем тот же профиль и нажимаем «Ок». Снова «Ок». Создана более сложная конструкция из квадратного профиля. И на этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.